25 января 23 год. Вы с Олегом Игоревичем Соскиным. Тема, которую хочу обсудить, ее много комментируют у меня и просят разъяснить, это все-таки мейнстрим приезда на прошлой неделе. Это руководителя ЦРУ Бернса Соединенных Штатов Америки и просто такой тоже пожарный визит, хотя говорили, что приедет, бывшего премьер-министра Великобритании, это уже, если не ошибаюсь, 4-й его визит в Украину, Джонсона, Бориса Джонсона или Бориса. Ну и был же, собственно, 24-го приезд президента Финляндии. И Зеленский заявил, что он вчера тоже разговаривал с Макроном, президентом Франции. И вот как бы в чем главная суть вот этих состоявшихся визитов, переговоров и всего прочего. Я понимаю так, что Зеленскому был выдвинут ультиматум, ему показали схемы, по которым идет разворовывание продовольствия в Украине, то есть схемы коррупции в Министерстве обороны, в кабинете министров, в системе взяточничества, назвали этих лиц в офисе президента у него. Видимо, назвали этого Кирилла Тимошенко, или как там его. Вот. Ну и других. Видимо, Шитаранова назвали, видно, Ермака назвали и прочее. То есть ему были поставлены очень какие-то жесткие условия. Очень жесткие. Но они ж не могут сразу так вот взять это, вывалить все дерьмо, это вот эти, как знаете, Авгиевы конюшни. Чтобы все увидели, что это вот все материалы, помните, да, это конгрессменша, украинка с Черниговской области, Спарц писала про это, и другие там, которые не вставали и не аплодировали Зеленскому, конгрессмены и сенаторы в Соединенных Штатах Америки. То есть они уже эту информацию всю имели. Ну и понятно, что передали, что ее уже и ЦРУ произвело уже расследование, и другие, и видно, что ФБР там и так далее. Ну и в других странах, и МИ-6 этим, понятно, занималась. И, видимо, все-таки Зеленскому уже поставлены очень жесткие рамки и терпеть не будут. Ну, тем более, вдруг уже теперь сформировали нагляду Раду НАКа, этой Нафтогаза, и там большинство это международные представители, непонятно кто, неправда, но тем не менее. Плюс очень серьезные идут события в этих всех САПах и НАБУ и прочее. Ну, правда, еще не добирались до вот этого, который там называется НАСК или как он там, да, там сидят уже еще те ребята. Вот, с ГБР что-то сейчас будет, и с СБУ будет. То есть практически Запад говорит, если мы тебе даем деньги, то тогда мы должны эти деньги контролировать, не должно быть коррупции, взяточничества, ну и тем более не должно быть московской агентуры. И вот я выскажу такое мнение, то есть почему так долго не давали согласия на эти леопарды, и тем более Абрамсы. И вот только сейчас, вот, собственно, 25-го уже было принято решение, что дают их. И я вам делал видео по этому, анализ по этому вопросу. Я думаю, это связано с тем, что у Запада есть доказательства, что их оружие передавалось туда, Путину, в Москву. Разное. То ли оно передавалось этими, разбиралось, и потом делали соответствующие, так сказать, переправка этих разных и артиллерийских систем и прочих в разобранном виде. Может быть, это потом делалось там же. То есть, короче, на сегодняшний день в условиях интернета и научно-технологической космической революции сделать это вообще без проблем. Я думаю, что очень много западных ноу-хау вот из того вооружения, которое было передано, отдали агенты вокруг Зеленского, которые сидят. Ну, надо говорить же про Ермака однозначно. Мы же его историю не знаем, правильно? Про Таранова надо говорить, про других, которые там сидят.
То есть, да, и после того, как было рассказано, как убили этого агента Главного управления разведки Минобороны Киреева, и убили его прямо возле главного офиса СБУ на Владимирской, застрелили человека очень важного, люди с высшего звена СБУ, и этого расследования не было. Значит, кто приказал его не проводить? Зеленский, Ермак. Это преступление. За это преступление Зеленский должен кто-то отвечать. То есть, кто дал приказ расстрелять этого товарища. Вот и все. И Буданов сказал, что он знает кто. И Баканов, твой дружок, знает, кто это сделал. То есть, это все преступления, которые надо расследовать. Если они не будут расследованы, значит, тогда пятая колонна Путина, она остается. Кто отдал приказ поменять? Ермак отдал Медведчука, чтобы поменяли. Под прикрытием, что это якобы приедут, это отдадут вот этих с этого самого батальона и так далее. Но рядовых на маршалов не меняют Зеленский. Это отдали человека, который был главой президентской администрации при Кучме. Это тот, кто, собственно, стоял у истоков вот этой так называемой помаранчевой революции. Его действия привели к помаранчевой революции. Вот это он это заложил, Зеленский. Поэтому то, что сейчас Ермак делает, это традиция Медведчука, понимаешь? Это ж как бы ты не дурить, это ты дурилкой занимаешься. И я думаю, почему он приезжал, кроме Джонсон и глава ЦРУ. Они поставили Зеленскому ультиматум, что танки дадут только в том случае, если, во-первых, начнут убирать вот эту агентуру Путина, которая передает образцы военной техники туда, в Москву. Это первое. А во-вторых, что, видимо, Запад, поставит своих людей прямо напрямую, которые будут контролировать поставки оружия западного, использование западного оружия, и чтобы не было этого, не передавалось данные об этом оружии Путину. Вот я думаю, будет плюс, чтобы не передавалась информация о том, по сути, Солидар же потерян, правильно? Не по сути, он потерян. То есть это проигрыш украинской армии. Соответственно, мне говорят, там это Клещеевка, а не Кощеевка. Для кого Кощеевка, для кого Клещеевка? То есть вы же понимаете игру слов. Что тут я вам говорю, да? То есть в данном случае мы должны, и соль потеряна, то есть фактически фронт пробит. Фронт пробит, и они будут идти дальше. Они окружают Бахмут, будут двигаться дальше, поэтому это означает, что армия справиться не может. Залужный, Наев, Сирский, соответственно, Шаптала, Генштаб, они не справляются со своими функциональными обязанностями. Это ж не интервью давать, да? То же самое Малюк, СБУ, они не уничтожают главных лидеров, предателей, даже той же Запорожской области, это Рогов, например, это этот самый, как там он, второй этот называется, бывший депутат, у них все хорошо, Сальдо или Сальдо этот и прочее. То есть мы имеем, или Пушилин, этот вообще так уже хвост распушил, то есть ни Буданов, ни все остальные, они ничего сделать не могут. Поэтому мы должны говорить, а это все наши деньги. То есть они живут за наши деньги, они ездят за границу, они содержат своих любовниц, своих выводки, своих шобла свое. Это все за счет крови украинцев, за счет того, что люди стали бедными, потеряли все, стали нищими, вынуждены бежать с Украины, вынуждены покинуть свои места обитания. Это, Зеленский, результат твоих действий и твоих слуг народа. Это вы все сделали. Тебя избирали, что ты решишь вопросы мирным путем. Ты их не только не решил, ты еще и потерял 12, добавил к 7% потерянным, еще 13% потерянных территорий, плюс разгромленные целые области. Это твой результат действий на сегодняшний день. Плюс ты окружен, конечно, это коррупция, это взяточничество, это фактически это государство стационарного бандита. Это бандократия, Зеленский называется, клановая бандократия. Это уже фактически вы создали как кастовую систему этого всего Бандостана. Поэтому надо за это отвечать.
Надо за это будет тебе отвечать. Я думаю, сейчас будет, Запад должен, ему поставили Зеленскому ультиматум, что должны западные фигуры занять соответствующие посты внутри этой властной пирамиды. Я уже про это говорил, еще раз скажу, я думаю, что вполне возможно, что, например, офис президента Зеленского должен, например, возглавить тот же Борис Джонсон. Мне там писали, это он такого высшего уровня офис. По сути, сегодня офис президента это, это контроль за всем. Мы сейчас живем с вами в условиях фактически уже военной диктатуры, войны. Поэтому, естественно, что он контролирует все этот офис. Самое главное, через него так или иначе идут уже сотни миллиардов западных денег, сотни миллиардов долларов, вдумайтесь. Вдумайтесь. То есть сегодня фактически Украина живет только за счет того, что она получает западные деньги. Вся внутренняя национальная экономика, благодаря таким как Гетманцев, этому Верховному Совету, этим слугам народа, вот желто-зеленому туману, она разгромлена, она уничтожена. Ну и Путин, конечно, это понятно. Поэтому Запад становится в полный рост, готовится к войне с Путиным, и это будет уже цель, это, естественно, распад Российской Федерации. Уже все это понятно, начинается парадигмальная война. К этому этапу, конечно, ни Зеленский, ни его вот это вот шмурдяк, этот весь театральная эта тусовка богемная, она, конечно, не способна к решению таких задач. Поэтому будет замена. И я думаю, к этому все готовится. Тем более они поэтому и танки не давали, потому что они имели информацию, что их просто продадут Путину, эти танки, и Леопарды, и Абрамсы и прочее. Теперь, видимо, достигнуто какое-то решение. Но для этого Зеленский должен будет, во-первых, подлечиться, как, видимо, очистить организм для начала, а во-вторых, будет полностью заменено его окружение и произойдет разрыв вот с этим частью холдинга этого гайбийско-московского КГБистского холдинга во главе с этим Николаем Галушко, вот, у которого, соответственно, ходят в свите там и находятся и тот же Сема Могилевич Шнайдер, и тот же Абрамович, и тот же Ахметов, и тот же Новинский, и тот же этот самый, как он называется, Эрдоган, и Лукашенко, и многие-многие другие. Вот и все. Посмотрите последнее заявление этого Зеленского на реплику, когда заявил, что пакт о ненападении. Лукашенко сказал, что ему Украина предлагала заключить пакт о ненападении. Зеленский такую муть сказал, это же ему сегодня 25 число, ему 45 лет. То есть это уже все, это пошел уже отсчет, так сказать, уже туда, вниз. То было чуть-чуть наверх, а это уже вниз будет идти, потому что в Украине вообще средний возраст жизни мужчины там уже меньше 60 лет Зеленский. Так что это очень все быстро. Вот такой хотел бы вам небольшой материал сделать, много комментариев, просили меня, поддержите канал. Всего доброго, до новых встреч.